Название, как у истребителя, говорит само за себя. Atwell F-35 Total Clean. Пылесос для бескомпромиссной уборки. Он безжалостен к пыли и грязи, собирает с пола жидкость и остатки продуктов, а для сухой уборки его можно легко трансформировать в обычную палку. Пылесосим ламинат, ковер, заменяем насадку и чистим кошачий диван. А с помощью щелевых насадок можно добраться до труднодоступных участков. При этом Atwell F-35 Total Clean стоит сравнительно недорого, чуть больше 30 тысяч. На первый взгляд предложение отлично, но как пылесос покажет себя в полевых условиях? Соответствует ли заявленные 11 тысяч паскаль действительности? Сможет ли Atwell почистить ковры, отмоет ли сложное загрязнение? Все это и многое другое проверим в фирменном обзоре Best Robot. Посмотрим, что находится внутри аскетичной коробки с надписью Atwell F-35 Total Clean. Моющий пылесос со съемным моторным блоком. Изучим его позже. Станция с поддоном для промывки валика. Сменная щетка для очистки мохнатых ковров. Штанга с рукоятью. Ее нужно будет воткнуть в пылесос. Подставка с органайзером, на которую устанавливается вот такой держатель удлинительной трубы. Адаптер с вилкой европейского типа. Подробности в стоп-кадре. Пылесборник. В него вставляется моторный блок моющего пылесоса. Универсальная насадка для сухой уборки. Насадка для мебели с моторизированной щеткой. Стандартная насадка 2 в 1. Щелевая насадка с необычным носиком. Удлинительная труба, достаточно легкая. Ёршик для очистки воздуховода, кисточка для обслуживания фильтров, шестигранник для сборки станции. Книжечка-инструкция на разных языках, включая русский. Гарантия на 1 год. Если что, сервисный центр находится в Москве. В комплекте есть все, что нужно комбо-пылесосу. Мебельная насадка порадовала, а вот дополнительная щетка для ковров мне пока что кажется лишней, но, возможно, к концу обзора я изменю свое мнение. Характеристики этой модели вывожу на экран. На маркетплейсах F-35 Total Clean можно найти за 30 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Для начала рассмотрим моющий пылесос. Компоновка стандартная. Моющая лапа, на дне резервуары на разных сторонах корпуса. Выше моторный блок с дисплеем, а сверху устанавливается рукоять. Кстати, если решите отвезти пылесос на дачу, нет проблем. Фиксатор можно отжать шестигранником. С лицевой стороны размещается прозрачная колба объемом 450 мл. Вода поступает по трубке и водопадикам, падает на дно пылесборника. За контроль наполнения отвечают электроды. Фильтрующий блок представлен капроновой сеткой и HEPA-фильтром 12 класса. По крайней мере, так указано на сайте производителя. В горизонтальном положении F-35 Total Clean не работает. Под кроватью помыть не получится, имейте это в виду. С обратной стороны вставляется резервуар для чистой воды объемом 520 мл. Конструкция стандартная, без ионизатора. Заливное отверстие широкое, пробка закрывается плотно. Лапа современного типа с валиком, выходящим к стене. При необходимости можно нажать красную кнопку. Извлечь валик и заменить его на щетку с пучковой щетиной. Но вряд ли вам это понадобится, потому что в наличии полноценный пылесос для сухой уборки. Валик пушистый, должен хорошо впитывать влагу. На подошве наблюдаем опорные ролики, грамотно вынесенные за линию раструба. Так они будут меньше забиваться волосами, и большие прорезиненные колеса. Еще пару слов о док-станции. Она простая, без просушки. В конце рабочего цикла пылесос стирает валик в углублении поддона и подзаряжается на клеммах. В полном сборе моющий F-35 Total Clean весит 3,8 кг. Сравнительно легкий. Чтобы пользоваться пылесосом, качком быть не обязательно. Режимов работы всего 2, но у каждого из них есть модификатор. Если в режиме сухой уборки зажать рычаг под рукоятью, пылесос повысит обороты. На дисплее появится пометка Max. А если зажать рычаг в режиме влажной уборки, пылесос одновременно и обороты прибавит, и воды будет подавать больше. Теперь отстегнем моторный блок. Для этого на боку предусмотрен фиксатор. И соберем пылесос для сухой уборки.
Пылесборник капсульный, с клапаном от выпадения мусора в воздуховод и с фильтрующим блоком. Он состоит из сепарирующей юбки, сетки грубой очистки, поролоновой прокладки и HEPA-фильтра. Для управления в такой сборке служат две кнопки. Одна запускает мотор, другая переключает режимы «Эко» или «Макс». Насадок в наличии 4 штуки. Простая щелевая насадка. Единственная особенность – носик с вырезами для подсоса воздуха, чтобы можно было пылесосить диван. Насадка 2 в 1 со сдвижной щетиной и с такими же вырезами на конце. Щетина жиденькая, мягкая. Навряд ли ей удастся почистить подоконник, зато подойдет для полированного стола. Насадка для мебели моторизированная, с тканевой накладкой и щетинистой щеткой, для извлечения которой понадобится отвертка или монета. Густота щетины здесь тоже не самая высокая. Эффективность работы этой насадки оценим позже. Насадка для пола с небольшими углами поворота, чуть больше 90 градусов. Без вертикальной парковки. Колеса среднего размера, пластиковые, без резиновых покрышек. Зато имеется прорезиненный бампер и 3 светодиода, подсвечивающих соринки на полу. Раструб обрамляет тканевая накладка. По углам опорные ролики, которые нужно время от времени чистить. Впереди волнорезы для ковра, а в раструбе щетинистая щетка. Есть некое подобие зубчиков самоочистки, но как это будет работать, сказать сложно. Щетина у щетки мягкая, возможно, поэтому в комплект добавили отдельный роллер для ковра. Все насадки устанавливаются как непосредственно в патрубок, так и через удлинительную трубу. Ничего значимого о ней сказать не могу. Простая, легкая, обычная. Качество сборки у пылесоса среднее. В местах крепления к трубе отмечаются умеренные люфты с каждой стороны. Качество пластика тоже среднее. Из достоинств F35 Total Clean можно выделить маленький вес. Меньше 2 кг в полном сборе, хотя обычно такой пылесос весит примерно 2,5 кг. Для хранения нужно собрать напольную подставку, это делается элементарно, и заполнить органайзер насадками. Вот как наш комбайн для комплексной уборки выглядит в сборе со всеми аксессуарами. Теперь переходим к испытаниям. Преимущество пылесоса-трансформера в том, что в зависимости от потребности вы можете выполнять как сухую, так и влажную уборку. В сборке для сухой уборки F35 Total Clean показал хорошую маневренность, легко обходит ножки мебели, спокойно заезжает с пола на преддверный коврик. Единственный минус – подсветка очень тусклая. Какой-то эффект от нее можно будет заметить разве что в кромешной темноте. В сборке для влажной уборки пылесос хорошо смачивает пол, хотя на таком ламинате это не очень заметно, но собирает воду не так эффективно. На 3 комнаты я израсходовал практически весь бачок, при этом в пылесборник попало не более 100 мл жидкости. В максимальном режиме пылесоса для сухой уборки хватило на 33 минуты, а в режиме эко производитель обещает до 45 минут. В процессе влажной уборки можно рассчитывать примерно на те же цифры, может чуть меньше. Касательно уровня шума, тут все максимально стабильно. На минимальных оборотах пылесос для сухой уборки выдает в пределах 74 дБ. С повышением оборотов характер гула меняется, но уровень шума остается прежним. У моющего пылесоса показатели чуть скромнее. 69 дБ в эко-режиме. И до 72 дБ на максималках. В целом, шум нормальный, какого-либо дискомфорта ушки не чувствуют. Учитывая, что перед нами трансформер, можем снять моторный блок и проверить его мощность. Сперва определяем скорость воздушного потока, и на максималках она составляет порядка 15 метров в секунду. Показатель не самый высокий, особенно учитывая, что диаметр патрубка на 2,5 мм меньше стандартного. Теперь посмотрим, что покажет манометр. В эко-режиме чуть больше 6 килопаскаль, на максималках почти вдвое больше. Значения, заявленные производителем, подтверждаются на приборах. А что покажет щелевой тест? Моющий пылесос в сочетании с мохнатым валиком вычищает 4 мм в режиме эко и до 8 мм в режиме повышенного всасывания. По идее, этого должно быть достаточно, чтобы собирать с пола жидкость. Позже проверим эту гипотезу. Если говорить о пылесосе для сухой уборки, то в первом режиме Atwell F35 Total Clean обрабатывает щели глубиной до 6 мм. С переходом на повышенные обороты улучшает результат на уже обработанных щелях и кое-где вытягивает даже 8 мм. При таких показателях можно рассчитывать на поверхностную уборку гладкого пола. Вот как это выглядит на практике.
Среднего режима здесь нет, поэтому ламинат убираем на максималках. На основном пространстве достаточно 2 проходов, чтобы собрать крупу, крошки и песок, но вдоль стен возникают трудности, особенно с крупными соринками. Из-за буфера с волнорезами они не попадают под щетку, а затянуть их в раструб воздушным потоком не получается. При необходимости для тех же целей можно использовать моющий пылесос, и он в принципе справляется, но эффективность снижается, поэтому смысла в таких экспериментах не вижу. Собрать мусор на ковролине удается прохода за 4 на каждом участке, и то отдельные соринки так и остаются в центральных зонах. Но сложнее всего пылесосу приходится на периферии. При фронтальном подходе к плинтусу мешает бампер, а при боковом остаются слепые зоны из-за широких фиксаторов. Моющий пылесос в сочетании с пучковой щетиной по ощущениям действует даже эффективнее, поскольку правый фиксатор у него узкий, но дорожки мусора вдоль стены все равно остаются. В сборке для сухой уборки от Well F35 Total Clean с мохнатым ковром не справляется. Щетка слишком мягкая, а мощности не хватает, из-за чего соринки остаются как на поверхности, так и в глубине покрытия. Вот как выглядит ковер, если его взъерошить рукой. Щетка после тестов намотала волосы. Встроенные в раструб зубчики очистить ее не могут. Этим придется заниматься вручную. А вот если взять моющий пылесос и поставить в него пучковую щетку, почистить мохнатый ковер можно. За 7 проходов поверхность выглядит чистой, а весь мусор, включая волосы и даже немного песка, оказался в колбе. Из дополнительных насадок наибольший интерес представляла насадка для мебели. Несмотря на умеренную силу всасывания, она может собирать с поверхности шерсть. Причем работает не только пучковая щетка, но и тканевая накладка. Через 1,5 минуты в контейнере уже летает комок волос. С другими насадками тоже никаких сюрпризов. Собирают мелкий мусор на столе и в труднодоступных местах. Теперь посмотрим, как наш трансформер пройдет тесты на влажную уборку. Разлитые жидкости, будь то кофе, молоко или сок, пылесос собирает сразу же. Не сказать, что пол остается сухим, но вполне приемлемо. Если ваш лохматый друг не дождался хозяина, тоже не проблема. Достаточно одного движения. Валик выходит к стене, поэтому слепая зона минимальная. Жидкости густой консистенции, такие как кетчуп или майонез, от Well собирает не очень быстро, но итоговый результат хороший. Плитка чистая. При уборке разбитого яйца слышен звук хорошего аппетита. Белок, желток и предварительно измельченную скорлупу удалось устранить без подъема моющего блока. Проблем не возникло. С кучкой доширака пришлось повозиться. Защитное крыло посажено низко, из-за чего пылесос двигает кучку макарон перед собой. Чтобы решить эту задачу, лапу приходится поднимать. Большую часть присохшего кофе от Well убрал с первого прохода. Еще один проход понадобился для устранения разводов, а уборка контуров в этом тесте не учитывается. Результат отличный. Прямоугольник сока. Более сложная задача. За пару проходов удалось превратить большое оранжевое пятно в несколько маленьких. Их количество постепенно уменьшается, но полностью отмыть стенд и убрать разводы получилось за 13 проходов. Результат средний. Еще более сложный тест. Прилипший кетчуп. Здесь уже пришлось махать не менее 40 раз, чтобы избавиться от особо въедливых пятнышек. И то по итогу коварная точка так и осталась на стенде. Кстати, при проведении тестов проблем со сбором воды я не заметил. Обратите внимание на объем жидкости в контейнере. Ну и цвет говорит сам за себя. Последний и, скорее всего, самый сложный тест – это грязь. Вначале я долго возил по стенду пылесосом и не мог понять, почему он не моет. Оказалось, я забыл поставить валик. Досадная оплошность, но давайте сделаем вид, что это была проверка работоспособности без рабочего инструмента. Ну вот, теперь совсем другое дело. Пылесос сразу собирает землю, но оставляет коричневые разводы, потому что валик не успевает промыть себя по ходу уборки. Избавиться от них не получится даже за 18 проходов. Нужна промежуточная самоочистка. С чистым валиком понадобилось еще 11 проходов, чтобы отмыть поверхность до приемлемого состояния. В идеале при таких загрязнениях нужно промывать лапу вручную, чтобы смыть грязь с колес и опорных роликов. В целом, от Well F35 Total Clean показал хорошие результаты с жидкостями и легкими загрязнениями, а вот с экстремальными задачами проще будет справиться вручную. После уборки пылесос промывает валик в поддоне на станции. Нужно только зажать кнопку «Старт». Процесс занимает 1,5 минуты и звучит следующим образом.
На один цикл самоочистки пылесос расходует 150 мл воды, показатель умеренный. После жидкости валик окрашенный с выразительной оранжевой полосой. В результате полоскания в поддоне он стал выглядеть лучше, но следы сока все равно наблюдаются. После продуктов валик липкий, жирный, с застрявшими кусками скорлупы. Пылесос смог частично промыть валик, хотя чистым его все равно не назовешь. Результаты после тестов с пятнами неоднозначны. Кофейное загрязнение пылесос отмыл качественно, валик почти чистый, а вот после кетчупа разницы до и после практически нет. После земляного теста валик, естественно, грязный, с коричневыми концами ворсинок. Промывание в поддоне оказалось эффективным. Рабочий инструмент выглядит куда свежее. В целом, качество самоочистки у этой модели я бы оценил как среднее. Если хотите улучшить результат, особенно после работы с экстремальными загрязнениями, можно запустить повторный цикл очистки валика. А вот сушки, к сожалению, нет. После каждой уборки валик нужно извлекать и класть на подоконник, иначе лапа начнет заваниваться. Подведем итоги. Atwell F35 Total Clean действительно справляется с разными задачами, но использовать возможности этой модели нужно правильно. Сборка для сухой уборки подойдет для ламината и тонкого ковра. При этом мы говорим о поверхностной уборке, поскольку для глубокой очистки у пылесоса не хватит мощности. То же самое относится и к мебельной насадке. На мохнатом ковре лучше задействовать роллер с пучковой щетиной. Его положили в коробку именно для этих целей. F35 Total Clean более чем компетентно отмывает легкие загрязнения, такие как водные пятна или, например, следы собачьих лап. Но бороться с пятнами на кухне придется долго, удалить их проще вручную. По системе оценки Best Robot Atwell F35 Total Clean набрал 83 балла и занял третье место в рейтинге моющих трансформеров. Пылесос подойдет для небольшой квартиры. Оптимальное покрытие – линолеум и плитка. Оптимальный питомец – лохматый кот. На этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров.